Иногда история не кричит, она шепчет. Не в книгах и хрониках, а в символах на старинных зданиях, в резьбе наперстня, в таинственном взгляде человека, который будто знает чуть больше. И чем больше мы ищем, тем сильнее ощущение, что за гранью очевидного скрывается другой невидимый мир. Мир братств, обетов и молчания. Я не историк. Я проводник. Я просто тот голос, который помогает вам заснуть и заодно узнать немного больше о мире. О его легендах, мифах, забытых тайнах. Каждую ночь мы вместе проходим по коридорам прошлого, не спеша, не вслух, почти во сне. Приветствую вас, мои дорогие друзья, на официальном канале «Лекции для сна». Это место, где сны становятся знаниями, а голос ведет вас сквозь тишину ночи, мягко, спокойно, с уважением к тем, кто слушает, и к тем, кто однажды жил до нас. Сегодня мы погрузимся в одну из самых мистических и окутанных тайной тем – масонство. Кто они такие, масоны? Что скрывается за их символами, ритуалами и древними легендами? Почему их обвиняли в заговоре против королей, в создании новой морали и даже в тайном управлении миром? В этой лекции вы узнаете, как возникло масонское братство и чем оно отличалось от обычных ремесленных союзов. Почему их ложи стали прибежищем мыслителей, реформаторов и политиков. Что означают загадочные символы масонства, циркуль, треугольник, всевидящее око. Как масоны оказались в центре великих исторических переворотов, от американской революции до эпохи Просвещения. Почему вокруг них до сих пор строятся мифы, фильмы, книги и теории заговора. И главное, что из всего этого правда, а что лишь отражение страхов и фантазий человечества. Если вам нравится узнавать новое на границе сна и реальности, пожалуйста, подпишитесь на канал. Ведь к тому моменту, когда я попрошу об этом в конце, вы, возможно, уже будете крепко спать. А подписка поможет вам не пропустить следующие ночные путешествия. А сейчас устраивайтесь поудобнее. Пусть ваши плечи расслабятся. Возьмите плед, если хочется тепла. Сделайте вдох, медленный выдох. Представьте, что вы в старинной библиотеке, где пахнет свечами и кожаными переплетами, а за окном медленно падает ночь. Я здесь. История уже начинается. И мы начинаем. Иногда кажется, что масоны – это выдумка. Красивая, древняя, запутанная, но все-таки выдумка. Орден, про который все что-то слышали, но никто точно не знает, что именно. Словно мираж на границе истории и сна. Но стоит присмотреться, и ты замечаешь, что этот мираж оставляет следы. На фасадах старинных зданий. В орнаментах, в росписях, в планировке площадей. В печатях и перстнях. В архитектуре Вашингтона и Петербурга. На долларовой купюре. И тогда ты начинаешь задаваться вопросом, а что, если они действительно были везде? И просто научились не говорить об этом вслух? Масонство всегда существовало на границе явного и тайного. Ты не найдешь у них одного священного текста, как у религий. Не найдешь универсального устава, как у политических партий. Но ты найдешь множество легенд, и ни одна из них не существует просто так. Одна из самых древних – легенда о Хираме Абиве, архитекторе, который строил храм Соломона. Говорят, он знал имя Бога. Настоящее сакральное имя, произнесение которого открывает врата силы и истины. Но трое подмастерьев решили вырвать это знание силой.
Они задали Хираму вопрос и получили отказ. И тогда убили его. Тело спрятали. Позже мастера нашли его и похоронили по всем законам чести. С тех пор Хирам стал символом молчания, жертвы и верности. А масонский ритуал воспроизводит эту сцену в каждом посвящении. Другая легенда ведет нас в XVIII век ко двору Екатерины Великой. Ходили слухи, что один из ее дворцов, построенный в Царском Селе, создавался по масонским принципам, что архитектор принадлежал к ложам, что симметрия галерей, пропорции залов, числовые формулы – это не просто эстетика, а язык символов, известный лишь посвященным, что колонны зала заложены по числам Фибоначчи, что в паркете выложены циркули и угольники, если смотреть с высоты. Некоторые верили, что при дворе действительно существовала скрытая ложа, куда входили Орлов, Голицын, Новиков, да и сама императрица знала больше, чем говорила. Но самые насыщенные мифы в Америке. Джордж Вашингтон – масон, это исторический факт. Он проводил инаугурацию в перчатках и фартуке, символах ордена. Говорят, план Вашингтона как города был выложен в форме пентаграммы, что обелиск, который стоит в его честь, повторяет древнеегипетские и масонские формы, что Декларация независимости США написана не только под влиянием просвещения, но и под влиянием идей братства, свободы, равенства, разума. А что изображено на долларовой купюре? Глаз в треугольнике, парящий над пирамидой. Символ, который многие считают масонским знаком всевидящего ока, наблюдающего за миром и направляющего его. Пирамида при этом недостроена, как будто человечество еще не завершило свой путь. Дальше начинается то, что обычно зовут конспирологией. Говорят, что масоны создали иллюминатов, управляют мировыми банками, проникают в правительство и церкви, стоят за французской революцией, организовали Ротшильдов, Рокфеллеров, влияли на ход мировых войн, предсказывали пандемии, крахи бирж, смену мирового порядка. Одни убеждены – они служат свету, другие, что они несут тьму. Существует миф, что в одном из европейских замков хранятся тайные книги, написанные на неизвестном языке, что в парижских ложах обсуждали судьбу Наполеона еще до его восхождения к власти, что масоны знают, где находится Святой Грааль и прах Моисея. Чем тише был сам орден, тем громче говорили о нем. Чем меньше он открывал, тем больше ему приписывали. Масонство не создавало шум. Оно создавало образ. А образ жил своей жизнью. Но вот теперь время сделать шаг дальше. Потому что за всеми этими легендами есть настоящая история. История, которую можно проследить по уставам, датам, каменным залам, печатям, именам и городам. Само название масонства происходит из французского языка и означает «каменщик». И это не случайность. В самом начале своего пути масоны представляли собой сообщество мастеров-строителей, которые возводили величественные замки, соборы и монастыри Европы. Их объединяли глубокие профессиональные знания и строгие правила поведения, которые передавались от старших поколений молодым ученикам. Чтобы защитить секреты своего ремесла от посторонних, они создавали закрытые профессиональные союзы, так называемые гильдии, доступ в которые имели только посвященные. Со временем вокруг этих строительных гильдий сформировалась особая культура общения и взаимодействия.
Это были не обычные профессиональные сообщества, а настоящие братства, которые связывали своих членов обязательствами взаимной помощи, поддержки и сохранения профессиональных тайн. Внутри этих объединений выстраивалась строгая иерархия, позволяющая эффективно передавать знания и контролировать качество строительства. Постепенно значение строительных гильдий стало меняться. Ближе к концу Средневековья и с наступлением эпохи Возрождения необходимость в таких закрытых объединениях строителей постепенно уменьшалась, а само строительство утратило часть своих профессиональных секретов. Именно тогда гильдии начали трансформироваться, постепенно впуская в свои ряды людей, далеких от строительного ремесла, но близких к философии и духовным поискам. Эти новые члены гильдий принесли с собой интеллектуальные и нравственные идеи, вдохнув в старые объединения новую жизнь. Так ремесленные гильдии постепенно трансформировались в совершенно иное сообщество, теперь уже состоящее преимущественно из мыслителей, ученых и интеллектуалов, которым строительная символика помогала выражать собственные философские размышления о человеке и обществе. Реальное строительство уступило место аллегорическому, в котором камень и инструменты стали метафорами, отражавшими стремление человека к внутреннему совершенствованию. Именно этот важный исторический переход от практического строительства к философскому и символическому объясняет, почему масонство приобрело такую загадочность и почему его символы стали окружены множеством легенд и домыслов. Но чтобы глубже понять, каким образом ремесленники-строители смогли заложить основу для интеллектуального братства, нам необходимо обратиться к их истокам, к средневековым строительным гильдиям, ставшим первоначальным ядром этого удивительного явления. Средневековая Европа была миром, где возвышенные идеалы соседствовали с тяжелым трудом и повседневной борьбой за существование. Но именно в эту эпоху, среди войн и эпидемий, голода и суеверий, возникали грандиозные архитектурные сооружения, способные поражать воображение даже современных людей. За этими величественными готическими соборами, замками и монастырями стоял труд особой группы мастеров, профессиональных каменщиков, объединенных в закрытые сообщества, известные как строительные гильдии. Каменщики средних веков обладали уникальным набором навыков и знаний, необходимых для того, чтобы превратить груду камней в величественный храм. Они были одновременно инженерами, архитекторами и художниками, поскольку от них требовалось не только возведение прочных стен, но и создание изящных арок, сложных сводов и тончайших украшений. Для овладения этими искусствами необходимы были годы обучения и практики, которые тщательно охранялись от посторонних глаз. Со временем строительные гильдии стали закрытыми профессиональными союзами, со строгой внутренней иерархией и сложной системой передачи знаний. Ученик приходил в гильдию еще подростком и долгие годы изучал ремесло под руководством опытного мастера, постепенно осваивая как практические приемы работы с камнем, так и основы математики, геометрии и архитектуры. Когда его мастерство достигало необходимого уровня, ученик получал право называться подмастерьем, а затем, после демонстрации своих знаний и навыков на специальном испытании, мог стать мастером, способным руководить самостоятельными проектами. Такая строгая иерархия и длительная подготовка имели свои причины. Ремесло каменщика включало в себя секреты, позволяющие строить здания, которые способны выдерживать века, не теряя своей красоты и прочности. Этими секретами были точные геометрические пропорции, правильное соотношение элементов конструкций, особые рецепты растворов и методы обработки камня. Строительные гильдии старались сохранить эти знания внутри своего сообщества,
используя для этого систему тайных знаков, символов и ритуалов, понятных лишь посвященным. Символика строительных гильдий отражала не только профессиональные навыки мастеров, но и их философию, взгляды на мир и моральные принципы. Наиболее важными и глубокими по значению стали три инструмента – циркуль, угольник и мастерок. Циркуль имел для каменщиков особый смысл, поскольку служил инструментом для точного измерения и построения идеальных окружностей. В символическом смысле циркуль олицетворял стремление мастеров к гармонии и совершенству. Для средневекового сознания круг всегда был символом божественной полноты и порядка, а использование циркуля при возведении зданий означало воплощение божественного замысла в камне. Так ремесленники через материальные предметы выражали духовные идеалы своего времени. Угольник, предназначенный для создания прямых углов и идеальной точности построения стен, также приобрел глубокий философский смысл. В мире, полном несправедливости, каменщики воспринимали прямой угол как метафору нравственной честности и прямоты человеческого характера. Через символ угольника мастера напоминали друг другу о необходимости вести жизнь, основанную на справедливости и искренности, как необходимом условии успешной работы и уважения в братстве. И, наконец, мастерок. Инструмент, предназначенный для нанесения и разравнивания раствора, соединяющего отдельные камни в единую конструкцию. Символически он отражал идею братства, единства и взаимной поддержки. Как раствор скреплял камни, превращая их в прочную стену, так и солидарность членов гильдии связывала их в единую профессиональную семью. Мастерок выражал идею единства в совместном труде, уважения и верности общему делу. Все эти инструменты, ставшие символами, использовались в ритуалах и традициях гильдий. Таким образом, повседневная строительная деятельность постепенно превращалась в нечто большее, чем просто ремесло. Со временем профессиональные гильдии, сохраняя эти традиции, начали привлекать внимание людей, далеких от строительства, но заинтересованных в их философских и нравственных идеях. Именно тогда началась постепенная трансформация сообществ строителей в братство мыслителей, которые позже стали известны всему миру под именем масонов. Но перед тем, как масонство стало интеллектуальным и философским движением, строительным гильдиям предстояло пережить важнейший переход, когда их знания и традиции вышли за пределы профессионального круга и стали привлекать представителей интеллектуальной элиты Европы. Именно об этом ключевом моменте перехода от средневекового строительного ремесла к философскому братству мы поговорим в следующей части нашей лекции. Переход строительных гильдий от практического ремесла к философскому и интеллектуальному сообществу начался в конце XVI века и наиболее активно развивался в XVII веке. В этот период средневековая Европа вступила в эпоху глубоких перемен. Развитие науки, ослабление церковного влияния и зарождение новых идей о мире и человеке создали почву для глубоких перемен и в масонских ложах. Если раньше двери гильдий были открыты исключительно для профессиональных строителей и архитекторов, то теперь в их среду все чаще стали попадать люди совершенно иных профессий. Первыми из таких новых масонов стали представители интеллектуальной элиты. Философы, ученые, математики, алхимики, врачи и аристократы, интересовавшиеся загадками мироздания и тайнами человеческого сознания. Их привлекала возможность изучать духовные и нравственные вопросы без давления церкви и властей. Среди таких новых участников был известный шотландский алхимик и врач Роберт Морей, знаменитый философ
Элиас Эшмол и шотландский математик и астроном Джеймс Грегори. Одной из первых стран, где начался постепенный переход от строительного ремесла к интеллектуальному сообществу, стала Шотландия. Именно там, уже в XVII веке, в ложах Эдинбурга и других городов активно принимали людей, далеких от практической деятельности каменщиков. В этих ложах камень и строительные инструменты превратились в аллегории, посредством которых обсуждались философские и моральные проблемы. Например, шотландские интеллектуальные ложи особое внимание уделяли изучению древних текстов и легенд, рассматривали вопросы нравственности и духовного совершенствования человека. Они активно обсуждали, как символизм строительных инструментов может применяться для нравственного воспитания личности. Члены шотландских лож не просто вели философские беседы, они также создавали особую внутреннюю культуру, в которой сочетались древние легенды, эзотерические идеи и строгие правила поведения. Заседания лож проходили в закрытой обстановке при свечах, в окружении таинственных символов и ритуалов, созданных на основе старых строительных традиций. Именно в такой атмосфере сложилась традиция принятия новых членов через инициацию, особый обряд посвящения, где кандидат должен был показать свое понимание моральных и философских идей ложи. Сами ложи обычно собирались в специальных помещениях или даже в частных домах, где в дружеской и конфиденциальной атмосфере могли открыто обсуждаться любые идеи. Там читали и обсуждали труды античных философов, средневековых алхимиков и современных мыслителей. Участники могли дискутировать о самых сложных вопросах бытия и нравственности, не опасаясь обвинений в ереси или нарушении установленных общественных норм. Кроме Шотландии, подобный переход активно происходил и во Франции. Во французских ложах XVII века членами становились не только ученые и философы, но и представители высшего дворянства. Среди них были люди, близкие к королевскому двору, которые воспринимали членство в ложах как престижное интеллектуальное занятие, подчеркивающее их высокий социальный статус и образованность. В этих французских ложах интеллектуальные занятия дополнялись мистическими поисками и аллегорическим изучением древних традиций, в том числе связанных с рыцарскими орденами Средневековья, алхимией и каббалой. Летом 1717 года в Лондоне произошло событие, которое навсегда изменило историю масонства и придало ему новый статус и значимость. 24 июня, в день святого Иоанна Крестителя, представители 4 независимых лондонских лож собрались в известной таверне «Гусь и вертел» и договорились создать единую центральную организацию, которая впоследствии получила название Великой Ложи Лондона и Вестминстера. Именно с этого момента принято вести отсчет существования современного организованного масонства. До этого масонские ложи представляли собой небольшие и зачастую не связанные друг с другом объединения, в которых обсуждали философские вопросы и идеи нравственного совершенствования. Теперь же 4 лондонские ложи, расположенные в тавернах «Гусь и вертел», «Корона», «Яблоня» и «Кубок и виноград», решили создать централизованную структуру с общими правилами, традициями и едиными ритуалами. Этот шаг был продуман и подготовлен заранее, поскольку участники собрания понимали необходимость создания общего авторитета, способного упорядочить деятельность лож и повысить престиж масонского движения в целом. Первым великим мастером новообразованной Великой Ложи был избран Энтони Сейер, человек с хорошей репутацией среди членов лож, но не занимавший высоких постов и не имевший особого влияния в обществе.
Однако уже в первые годы существования Великой Ложи она стала быстро привлекать представителей английской аристократии и общественной элиты. В 1721 году великим мастером стал герцог Джон Монтегю, известный и влиятельный человек при королевском дворе. Его назначение значительно подняло авторитет ложи, а участие аристократов сделало членство в ней престижным и модным среди интеллектуальной и социальной элиты Англии. Одной из важнейших задач новой организации стало упорядочивание и закрепление общих правил и стандартов масонства. Именно в этот период была сформирована известная трехступенчатая система посвящения, состоящая из степеней ученика, подмастерья и мастера. Ритуалы каждой ступени были тщательно разработаны и наполнены философским содержанием, моральными поучениями и символическими действиями. Эти церемонии должны были способствовать духовному и интеллектуальному развитию масона, учить его принципам нравственности и братской солидарности. Кроме того, Великая Ложа Лондона впервые ввела общие конституционные документы, регулирующие внутренний уклад жизни лож. Наиболее знаменитый из таких документов – это конституции масонов, написанные Джеймсом Андерсоном в 1723 году. Он был шотландским священнослужителем и видным членом ложи. Он систематизировал правила и традиции, определил принципы взаимоотношений между ложами и членами братства, а также заложил основы масонской философии. Эти конституции стали фундаментом всего масонского движения и были восприняты масонами во многих других странах. Благодаря организованности и четкой структуре, Великая Ложа Лондона быстро завоевала авторитет не только в Англии, но и за ее пределами. В масонские ряды начали вступать представители высших слоев общества, видные интеллектуалы и деятели культуры, привлеченные свободной атмосферой, идеалами гуманизма и толерантности. Среди таких людей были философы, писатели, ученые и даже дипломаты, которые в стенах масонских лож могли свободно обсуждать идеи просвещения и общественного прогресса, не опасаясь преследований и обвинений в нарушении традиционных порядков. Из Англии масонские идеи и организационные принципы вскоре распространились по всей Европе, охватывая Францию, Германию, Голландию и другие страны. Уже через несколько десятилетий масонские ложи появятся и в Северной Америке, приобретая все большую популярность и оказывая влияние на интеллектуальную и политическую жизнь целых континентов. Таким образом, создание Великой Ложи в Лондоне стало не просто локальным событием. Это был важнейший исторический момент, благодаря которому масонство обрело современную структуру, четкие правила и международное значение, превратившись в организацию, способную влиять на культурные, политические и философские процессы в Европе и за ее пределами. Центральным событием в жизни любого масона всегда была процедура посвящения или инициация. Это была строгая система, состоящая из 3 отдельных этапов, которые кандидат проходил последовательно и с определенными временными интервалами. Все 3 обряда сразу никогда не проводились за один раз. Человек постепенно переходил от первой ступени ко второй, и только после этого мог быть допущен к 3-й, высшей степени. Инициация ученика проходила в тщательно подготовленном помещении ложи. Кандидат, не зная заранее деталей обряда, входил в помещение с завязанными глазами и частично оголенной грудью. Это символизировало духовную слепоту, невежество и искреннюю открытость перед братьями. Его встречали члены ложи, которые задавали серию вопросов о его намерениях, о том, готов ли он следовать нравственным и этическим законам братства,
хранить его тайны и постоянно самосовершенствоваться. После ответов на вопросы кандидат давал торжественную клятву, положив руку на Библию или другой священный для него текст. Только после этого с него снимали повязку. В этот момент он впервые видел убранство ложи и лица своих новых братьев. Этот момент символизировал духовное пробуждение, выход из тьмы незнания в свет истины. Затем ему объясняли базовые принципы и цели масонства, знакомили с начальными обязанностями ученика и давали наставления о том, как он должен вести себя в обществе и внутри братства. Ко второй степени кандидат допускался спустя некоторое время, когда старшие братья убеждались в его усердии и серьезности намерений. Инициация подмастерья была более сложной и содержательной, направленной на интеллектуальное развитие и понимание философии братства. Во время церемонии кандидат проходил через символическое путешествие по храму, на пути которого он встречал различные препятствия и вопросы, требующие от него умения размышлять и интерпретировать символы. Подмастерье должен был ответить на вопросы об обязанностях человека перед обществом и братством, о значении нравственных принципов масонства, показать свое понимание символики, которую он изучал на первой ступени. Только убедившись в том, что кандидат усвоил моральные и интеллектуальные основы, ложа принимала его во вторую степень и давала более глубокие наставления о задачах подмастерья. Познавать мир и самого себя, развивать разум и моральные качества, служить примером для менее опытных учеников. К третьей и самой важной степени, степени мастера, допускались только те масоны, которые успешно освоили первые две ступени и доказали свое духовное и нравственное развитие. Третья ступень была наиболее сложной и символически насыщенной, представляя собой своеобразную драму, которую разыгрывали члены ложи вместе с кандидатом. Центральным сюжетом был символический путь легендарного мастера Хирама Абифа, строителя храма царя Соломона, убитого за отказ выдать секреты своего ремесла. Кандидат буквально переживал на себе судьбу Хирама в виде ритуального спектакля. Сначала он должен был символически пройти через храм, где трое участников ложи изображали заговорщиков. Они останавливали его, требуя раскрыть тайны мастера. Когда кандидат отказывался это сделать, его символически поражали, сначала легким прикосновением к плечам и груди, а затем аккуратно укладывали на пол, изображая его смерть. Этот момент обряда был центральным. Кандидат в состоянии полной беспомощности лежал на полу, переживая символическую смерть своего старого «я». Затем мастера ложи поднимали его с помощью особого ритуального жеста, известного только посвященным. Это действие символизировало духовное воскрешение кандидата, его новое рождение уже не просто как члена братства, но как человека с более глубоким пониманием ценности жизни и важности нравственных принципов. После окончания обряда кандидату объяснялся смысл того, через что он только что прошел. Смерть – это лишь символическое напоминание о бренности физического существования, а истинная жизнь и бессмертие заключаются в духовном развитии, верности долгу и моральным идеалам. Завершением ритуала третьей степени было полное принятие кандидата в мастера, вручение ему знаков отличия и объяснение новых обязанностей, связанных с ответственностью перед младшими братьями, ложей и обществом. Символы масонства часто становятся объектами различных мифов и конспирологических теорий, в которых смешиваются древние легенды, религиозные образы и домыслы о тайном контроле над человечеством. Однако за каждым из этих символов стоит конкретная история и глубокий смысл, который намного интереснее самых загадочных домыслов.
Одним из самых известных и часто обсуждаемых символов является всевидящее око, также называемое оком провидения. Этот символ представляет собой глаз, заключенный в треугольник и окруженный сиянием лучей. Хотя сегодня оно воспринимается многими как нечто мистическое или даже пугающее, его происхождение связано с древнейшими традициями человечества. Еще в Древнем Египте существовал похожий символ – око Гора, символизирующий божественную защиту и мудрость. Позже, в средние века и эпоху Возрождения, изображение глаза использовалось в христианской иконографии как символ всевидящего Бога, наблюдающего за поступками людей. Масоны восприняли именно эту христианскую интерпретацию символа, вкладывая в него идею высшего нравственного контроля. Око провидения на стенах лож должно было постоянно напоминать членам братства о том, что их действия всегда находятся под наблюдением высшей силы, а значит, каждый масон несет нравственную ответственность за свои поступки. Другой важный символ, ставший одним из центральных элементов оформления масонских лож, это шахматный пол, состоящий из чередующихся черных и белых клеток. Этот символ восходит к древнейшим представлениям о мире как о вечной арене борьбы противоположных сил, света и тьмы, добра и зла. Но в масонстве он приобрел еще более глубокое значение. Шахматный пол для масона символизирует не только борьбу противоположностей, но и саму человеческую жизнь, состоящую из постоянного выбора и нравственных решений. Масон, стоя на таком полу во время церемоний, должен помнить, что его жизнь – это череда решений, каждая из которых может склонить чашу весов в сторону добра или зла. Это напоминание о важности морального выбора и ответственности за последствия своих поступков. Не менее значимы в масонском символизме и две знаменитые колонны – Боос и Яхин, заимствованные из древней традиции строительства первого храма царя Соломона в Иерусалиме. Согласно библейскому повествованию, эти колонны были установлены перед входом в храм и символизировали устойчивость и силу, а также мудрость и гармонию. Для масонов же колонны приобрели философский смысл, обозначая две стороны человеческого бытия – материальную и духовную. Боос, стоящая слева, означала физическую устойчивость, способность человека противостоять жизненным трудностям и испытаниям. Яхин стояла справа и символизировала интеллектуальный и духовный рост, стремление к мудрости и внутреннему совершенству. Колонны напоминали каждому масону, что гармоничная жизнь невозможна без сочетания духовного и материального, разума и силы воли. Наконец, одной из самых узнаваемых и загадочных фигур масонского символизма стала пирамида, часто изображаемая вместе с всевидящим оком. Многие связывают этот символ с древними египетскими постройками и оккультными практиками. Однако реальное значение пирамиды для масонов заключается в другом. Пирамида является аллегорией духовного восхождения человека, его стремления к нравственному и интеллектуальному совершенству. Широкое основание пирамиды символизирует начальный этап духовного пути, когда человек погружен в заботы о материальном и земном. Сужающиеся вверх стороны пирамиды – это постепенное очищение и нравственное возвышение личности, продвижение вверх к духовному просветлению. Око на вершине пирамиды означает достижение этого высшего состояния, при котором человек способен взглянуть на мир с позиции мудрости, духовного знания и нравственной чистоты. Интересно, что пирамида с глазом впервые получила массовую известность, благодаря ее использованию на американском долларе
в 1782 году. Несмотря на то, что этот символ не был напрямую создан масонами, многие члены братства участвовали в его разработке. Именно благодаря этому сегодня пирамида с глазом считается одним из главных масонских знаков. Несмотря на глубокий философский смысл масонских ритуалов и символики, вокруг братства на протяжении нескольких веков формировались устойчивые мифы, обвинявшие масонов в оккультизме и даже сатанизме. Эти обвинения возникли не случайно и связаны с особенностями масонского братства, его закрытостью, таинственностью ритуалов, а также с непониманием их реального смысла со стороны широкой публики. Чтобы понять происхождение этих легенд, нужно обратиться к истории. Первые подозрения в том, что масоны якобы связаны с оккультизмом, возникли еще в XVIII веке, когда братство активно распространилось по Европе. Масонские ложи проводили встречи за закрытыми дверями, а их члены хранили строгую тайну своих ритуалов и внутреннего устройства. Для непосвященных подобная закрытость выглядела подозрительно и даже пугающе. В обществе того времени любое закрытое сообщество с непонятными обрядами автоматически вызывало тревогу и становилось объектом домыслов. Люди склонны были заполнять пробелы в своем знании фантастическими и часто страшными историями. Особенно активно против масонов выступала католическая церковь, которая видела в них конкурентов и идеологических противников. Уже в 1738 году папа Климент XII выпустил документ, в котором масоны были объявлены вне закона, а их собрания названы еретическими. Церковь утверждала, что масоны совершают тайные антихристианские ритуалы, отвергают божественный порядок и стремятся разрушить традиционные устои общества. Этот документ во многом повлиял на восприятие масонов в Европе, дав начало множеству слухов и обвинений в том, что ложи якобы занимаются магией, черными мессами и другими запрещенными практиками. Слухи о сатанизме в масонстве значительно усилились в XIX веке. Тогда в Европе наступила эпоха романтизма, который сопровождался повышенным интересом к мистике и оккультным знаниям. Именно в это время появился французский писатель Лео Таксиль, который сыграл особую роль в формировании представлений о масонстве как о сатанинском культе. В 1880-е годы Таксиль опубликовал серию книг и статей, в которых заявлял, что масонские ложи тайно поклоняются Люциферу, совершают жуткие сатанинские обряды и плетут заговоры против христианства и общества. Его произведения пользовались огромной популярностью, были переведены на множество языков и произвели настоящую сенсацию. Позже Лео Таксиль публично признался, что его рассказы были сфальсифицированы, а весь проект изначально задумывался им как мистификация, призванная высмеять католическую церковь и ее суеверия. Однако разоблачение не уничтожило полностью мифы, которые уже укоренились в сознании миллионов людей. Эти истории продолжали жить своей жизнью, поддерживаемые конспирологами, писателями и сторонниками теорий заговора. Другим источником мифов о связи масонов с оккультизмом и сатанизмом стали отдельные тайные общества XIX века, которые действительно практиковали мистические и оккультные ритуалы, заимствуя при этом некоторые элементы масонской символики. Например, знаменитый Орден Золотой Зари, появившийся в Англии в 1888 году, активно использовал масонские ритуальные элементы, хотя напрямую с самим масонством не был связан. В общественном сознании такие организации стали путаться с настоящими масонскими ложами, усиливая миф о том,
что масоны занимаются оккультной магией и тайными обрядами. В XX веке ситуацию еще больше усугубили различные конспирологические теории, особенно после публикации книги «Протоколы сионских мудрецов». Это был поддельный документ, который связывал масонов с глобальным заговором. В результате образ масонов как тайных заговорщиков стал прочно ассоциироваться с чем-то темным и зловещим. В это же время некоторые тоталитарные режимы Европы, особенно нацистская Германия, использовали эти мифы, чтобы оправдать гонения на масонов, представляя их как тайных врагов общества и государства. Таким образом, легенды о сатанизме и оккультизме в масонстве никогда не были основаны на реальных фактах, а сформировались из-за сочетания нескольких факторов: закрытости братства, религиозной и политической борьбы, а также сознательных мистификаций отдельных авторов и организаций. Несмотря на многочисленные разоблачения, эти мифы продолжают существовать в массовом сознании и сегодня, подогревая интерес к масонству и одновременно порождая непонимание и страх перед ним. С самого начала своего появления масонство привлекало к себе внимание людей, которые стремились не только к личному духовному совершенствованию, но и к активному изменению общества. Масоны неизбежно становились заметными фигурами на политической арене, поскольку идеи братства идеально совпадали с ценностями эпохи Просвещения, свободы, равенства и гуманизма. Одним из самых ярких и значительных примеров влияния масонства на мировую историю стала Американская революция. Многие отцы-основатели Америки были активными членами масонских лож. Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов, не только сам являлся масоном, но и открыто демонстрировал свою принадлежность к братству, лично совершая масонский ритуал закладки краеугольного камня Капитолия в 1793 году. Малоизвестный, но интересный факт. В этот день Вашингтон был одет в традиционный масонский передник, а церемония сопровождалась символическими жестами и чтением специальных текстов, подчеркивающих важность нового государства, основанного на принципах братства и равенства. Не менее важной была роль Бенджамина Франклина, который не только помогал создавать Конституцию и Декларацию независимости, но и активно использовал свои связи в масонских кругах Франции. Именно благодаря дипломатическим усилиям Франклина во французских ложах Штаты получили критически важную поддержку Франции в виде оружия, флота и денег. Франклин пользовался огромным уважением среди европейских масонов и даже принимал участие в работе знаменитой парижской ложи «Девять сестер», где его лично встретили с почестями, достойными короля. Другим ярким примером влияния масонства на политику стала Французская революция 1789 года. Среди ее лидеров действительно было множество масонов, таких как граф Мирабо, Жорж Д'Антон и маркиз де Лафайет. Именно Лафайет, герой двух революций, стал одной из центральных фигур, объединивших вокруг себя либерально настроенных дворян и буржуазию. Он входил в ложу святого Иоанна в Париже, где активно обсуждались идеи конституционной монархии и гражданских свобод. Более того, масонские ложи были одной из немногих площадок, где представители различных слоев французского общества могли открыто говорить о необходимости радикальных перемен, не боясь преследований и цензуры. Это существенно повлияло на то, что идеи свободы, равенства и братства стали официальным лозунгом революции. Важным примером влияния масонства была и борьба за независимость стран Латинской Америки в начале XIX века. Центральной фигурой выступил легендарный Симон Боливар, освободивший от испанского господства Венесуэлу
Колумбию, Эквадор, Перу и Боливию. Боливар вступил в масонскую ложу еще в Лондоне в 1803 году, где познакомился с прогрессивными европейскими идеями свободы и равенства. Позднее он активно использовал сеть масонских связей, чтобы заручиться поддержкой революционеров по всему континенту. Масонские ложи в Латинской Америке становились центрами планирования восстаний, позволяя людям разных национальностей и социальных статусов объединяться в общей борьбе против колониализма. Так, благодаря масонской сети, Боливар сумел создать широкую международную коалицию сторонников независимости. Также масоны сыграли ключевую роль и в объединении Италии. Сам Джузеппе Гарибальди, легендарный революционер и национальный герой Италии, не скрывал своего членства в масонских ложах и гордился им. В 1864 году Гарибальди даже был избран великим мастером Востока Италии. Благодаря этому он сумел объединить разрозненные группы революционеров и либералов по всей стране. Существуют свидетельства, что Гарибальди и его сторонники специально использовали масонские символы и ритуалы для укрепления революционного духа и единства среди своих солдат. В результате Италия обрела национальную независимость и стала единым государством. В Британии масоны также активно влияли на политические и социальные процессы XVIII и XIX веков. Известно, что Уинстон Черчилль, будущий премьер-министр Великобритании, был инициирован в масонскую ложу в 1901 году, хотя и не стал особо активным членом. Тем не менее, его членство в братстве стало символическим подтверждением того, что масонство имело сильные позиции среди британских элит. Ранее, в XIX веке, британские масонские ложи активно способствовали реформам в образовании, благотворительности и социальной помощи, создавая школы и приюты для бедных. Таким образом, масонство никогда не было рукой, тайно управляющей миром, как утверждают конспирологи. На самом деле, оно предоставляло влиятельным людям интеллектуальную платформу, на которой обсуждались и формировались идеи, способные изменить общество. Благодаря своим высоким идеалам, таким как равенство, братство и гуманизм, масонство сыграло значительную роль во многих исторических событиях. От американской революции до борьбы за независимость Латинской Америки и объединения Италии, оказав тем самым ощутимое и долгосрочное влияние на развитие мировой истории. Пожалуй, ни одно тайное общество в истории не подвергалось такому количеству домыслов и обвинений в заговорах, как масоны. С самого начала своей истории они оказывались в центре самых невероятных конспирологических теорий, от обвинений в управлении глобальными процессами до создания некоего единого тайного мирового правительства. Первая серьезная волна подозрений о глобальном заговоре масонов появилась вскоре после Французской революции. В Европе XVIII века, потрясенной радикальными переменами, возникла потребность объяснить столь резкий переворот не простыми историческими причинами, а влиянием неких тайных сил. Так родилась популярная в то время версия Огюстена Баррюэля, который в книге «Мемуары о якобинстве» заявил, что революция была результатом сознательного заговора масонов, просветителей и якобинцев. Баррюэль утверждал, что ложи специально готовили революционные настроения, чтобы уничтожить традиционные институты власти и религию. Книга стала бестселлером, и ее тезисы быстро распространились по Европе, формируя устойчивый образ масонов как революционеров-заговорщиков. Следующим знаковым эпизодом в истории масонских мифов стала нашумевшая мистификация Лео Таксиля. Таксиль, бывший антиклерикалом, а затем вернувшийся к католицизму,
решил дискредитировать масонов, представив их в своих книгах как сатанистов и поклонников Люцифера. Он придумал тайную организацию Палладиум, якобы управлявшую всеми ложами мира и поклонявшуюся силам зла. Его фантастические истории были приняты всерьез даже Ватиканом и печатались сотнями тысяч экземпляров. Однако в 1897 году Таксиль публично признался, что все это было выдумкой и грандиозной мистификацией. Тем не менее, ущерб репутации масонства был уже нанесен, и идея о масонах-сатанистах надолго закрепилась в сознании широкой публики. Как мы уже знаем, в начале XX века появилась еще одна, не менее громкая мистификация – протоколы сионских мудрецов. Этот поддельный документ описывал якобы тайную программу мирового господства, в которой еврейские и масонские заговорщики стремились разрушить традиционные государства, монархии и установить свое господство. Несмотря на то, что уже в 1921 году документ был официально признан фальшивкой, его активно использовали различные антисемитские и антимасонские движения, включая нацистскую пропаганду. Это еще сильнее закрепило образ масонов как тайной организации, стремящейся к мировому контролю. Интересно, что миф о едином мировом масонском руководстве, так называемом мировом правительстве, полностью игнорирует фактическую структуру масонства. Ложи никогда не были подчинены единому международному центру, не существовало верховного масонского лидера, который бы направлял действия масонов по всему миру. Напротив, масонские организации всегда сохраняли автономию и независимость, а иногда даже находились в конфликте друг с другом из-за различий во взглядах или интересах. Это полностью противоречит представлению о глобальном масонском правительстве, координирующем события на планете. Распространенный миф о том, что масоны полностью контролировали революции, также далек от исторической реальности. Хотя многие революционные деятели действительно принадлежали к ложам, это не означало, что именно масонские организации управляли революциями. Ложи скорее служили удобной интеллектуальной площадкой, где могли свободно распространяться и обсуждаться прогрессивные и революционные идеи. Но сами революционные события никогда не были централизованно подготовлены или направлены каким-либо масонским штабом. Наоборот, среди масонов одновременно могли находиться как революционеры, так и консерваторы, выступавшие резко против каких-либо изменений. Например, во время французской революции масонами были как сторонники конституционной монархии, так и радикальные республиканцы, находившиеся друг с другом в жестокой борьбе. Причина столь широкой распространенности конспирологических теорий о масонах проста. Люди всегда пытаются объяснить сложные исторические события с помощью понятных и простых схем, предпочитая искать некую единую скрытую силу вместо признания хаотичной природы человеческой истории. Масонство с его закрытостью и таинственными ритуалами идеально подходило для такой роли, особенно в периоды кризисов и неопределенности. Если в Европе масонство стало объектом теорий заговоров и конспирологических подозрений сразу после крупных революций, то в России его история складывалась несколько иначе. Российские масоны никогда не создавали тайных правительств и не стояли за массовыми восстаниями. Напротив, русские масоны XVIII века были тесно связаны с просвещенными кругами общества, нередко занимая высокие позиции при императорском дворе. Однако отношение российских монархов к масонам сильно менялось в зависимости от личности императора и политической атмосферы в стране. Масонство проникло в Россию еще при Петре Великом, но расцвет его начался в годы правления Екатерины II,
особенно во второй половине XVIII века. Императрица Екатерина сама лично никогда не состояла в масонских ложах и относилась к ним с некоторым подозрением. Однако среди ее ближайшего окружения было множество высокопоставленных масонов, оказывавших значительное влияние на общественную и культурную жизнь. Например, одним из влиятельных масонов при дворе был князь Александр Михайлович Голицын, занимавший важные государственные посты и пользовавшийся личным доверием императрицы. Он не только участвовал в работе лож, но и способствовал распространению просветительских идей в российском обществе. В те времена масонские ложи собирали вокруг себя цвет российского дворянства. От влиятельных аристократов и сановников до видных литераторов и интеллектуалов. Одной из самых знаменитых и авторитетных российских лож стала ложа «Три звезды», созданная в Санкт-Петербурге. В ее рядах состояли такие известные деятели, как журналист и издатель Николай Иванович Новиков, сенатор и политический деятель Иван Перфильевич Елагин, писатель Александр Николаевич Радищев и многие другие. Важной особенностью русских масонов была ориентация не на революцию, а на духовное и нравственное развитие общества. Члены лож активно занимались благотворительностью, открывали типографии и библиотеки, выпускали журналы и книги, пропагандируя идеи нравственного саморазвития, просвещения и общественной пользы. Особенно ярким примером влияния масонов в России стала деятельность Николая Ивановича Новикова. Будучи убежденным сторонником просвещения, он открыл типографию и наладил издание журналов и книг, тиражировавших передовые идеи того времени. Благодаря Новикову в России массово появились труды французских философов-просветителей, книги по естественным наукам, экономике и философии. Екатерина Великая вначале благосклонно относилась к такой деятельности, видя в ней средства просвещения общества, но вскоре забеспокоилась, заметив, как быстро распространяются идеи, которые могли подрывать традиционный монархический строй. В результате Новиков был арестован в 1792 году, его типография закрыта, а деятельность масонских лож попала под пристальный контроль властей. С приходом к власти императора Павла I в 1796 году отношение российского престола к масонам резко изменилось. Павел был склонен видеть в любой тайной организации угрозу стабильности своего правления и политического порядка. Опасаясь влияния революционных идей французской революции, он запретил деятельность всех масонских лож в 1798 году, причем запрет был суровым и всеобъемлющим. Масоны, ранее занимавшие высокие посты, были вынуждены публично отказываться от членства в ложах, а нарушителям грозили серьезные наказания, вплоть до ссылки и конфискации имущества. Этот запрет не был лишь формальностью, он сопровождался реальными преследованиями и репрессиями. Многие российские масоны были отправлены в отставку, лишены чинов и должностей. Типографии и издательства, связанные с масонскими кругами, были закрыты, а книги и журналы, напечатанные под влиянием масонских идей, уничтожались или изымались. Таким образом, судьба масонства в России XVIII века – это история взлетов и падений, обусловленных прежде всего политическими настроениями монархов. Если при Екатерине Великой масоны могли действовать сравнительно свободно, распространяя просветительские идеи, то при Павле I они оказались под жестоким запретом и преследованием, что резко оборвало их общественную деятельность и сильно изменило дальнейшую историю русского масонства. Но несмотря на запрет, идеи, которые масоны несли в общество,
продолжали жить в российской интеллектуальной среде, вдохновляя последующее поколение деятелей культуры и политики. После строгого запрета Павла I масонство в России надолго оказалось вне закона и вынуждено было уйти в глубокое подполье. Лишь с приходом Александра I в 1801 году российское масонство пережило новое, хотя и недолгое возрождение. Император относился к масонским ложам терпимо, и в первые годы его правления масонство снова приобрело общественный вес и интеллектуальное влияние. В этот период ложи все чаще стали местом притяжения для выдающихся деятелей культуры, особенно писателей и публицистов, чье творчество определило лицо русской литературы и общественной мысли на целое столетие вперед. Особенно ярким примером этого влияния стал Николай Михайлович Карамзин, крупнейший русский историк и писатель, автор фундаментальной истории государства российского. Карамзин не скрывал своего членства в масонских ложах, активно участвовал в их деятельности и находил в идеях братства вдохновение для своих историко-философских размышлений. Именно масонская среда сформировала в Карамзине интерес к вопросам морали, гуманизма и судьбы России, которые затем отразились в его исторических трудах и литературных произведениях. Карамзинский круг сыграл важную роль в формировании русской интеллигенции XIX века, для которой масонские идеи гуманизма и нравственного совершенствования были особенно привлекательны. Александр Сергеевич Пушкин, хоть формально и не состоял в масонских ложах, был тесно связан с людьми, которые активно участвовали в их деятельности. Масонские идеи оказали значительное влияние на мировоззрение поэта и нашли отражение в его творчестве. В частности, известны его близкие отношения с декабристами, многие из которых были масонами. Общение с ними способствовало формированию либеральных взглядов Пушкина и проявилось в его произведениях, таких как Евгений Онегин и Борис Годунов. Кроме того, его поэзия была пронизана размышлениями о свободе, нравственности и роли личности в истории, ключевых темах, обсуждавшихся в масонских кругах того времени. Еще одним заметным представителем масонства в русской культуре был Александр Федорович Лабзин, философ, писатель и издатель, активно пропагандировавший идеи просвещения и нравственного совершенствования. В 1810-х годах он выпускал журнал «Сионский вестник», который стал центром духовной жизни русского общества того времени. На страницах журнала публиковались философские статьи, переводы иностранных мыслителей и материалы, напрямую связанные с масонской философией. Издание пользовалось большим успехом у просвещенной публики и сделало идеи нравственного саморазвития и общественного служения широко известными среди российской элиты. Однако после восстания декабристов в 1825 году правительство Николая I снова обрушило репрессии на масонские ложи, которые стали восприниматься властями как рассадники вольнодумства и угрозы монархии. В течение следующих десятилетий масонство существовало в России исключительно подпольно, значительно утратило свое влияние и фактически прекратило открытую деятельность. Кратковременное возрождение масонства произошло в начале XX века, когда в России после революции 1905 года вновь активизировались различные общественные и интеллектуальные движения. Ложи снова появились в Петербурге, Москве и крупных городах Российской империи, но их деятельность была не столь заметна и влиятельна, как в XVIII или XIX веках. После Октябрьской революции 1917 года новое советское правительство немедленно объявило масонские организации вне закона, рассматривая их как антисоветские и буржуазные.
Масоны были вынуждены массово эмигрировать, многие известные члены лож оказались в изгнании, прежде всего во Франции и других странах Европы. В эмиграции русские масоны попытались сохранить традиции братства. В Париже и других европейских столицах были созданы русские масонские ложи, в которых состояли многие видные представители русской культуры и иммигрантской интеллигенции. Например, писатели Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, философ Николай Бердяев. Однако из-за оторванности от родины, утраты влияния на происходящее в Советской России и постепенного ухода старшего поколения русской эмиграции, масонское движение постепенно пришло в упадок. В Советском Союзе на протяжении всего XX века масонство оставалось под полным запретом. Оно считалось идеологическим врагом, тайной организацией, несовместимой с коммунистической системой. Лишь в конце века, в эпоху перестройки и после распада СССР, появились попытки вновь возродить масонские ложи в России, но уже в совершенно иной политической и социальной среде, без прежнего влияния и широкой поддержки. Сегодня масонство – это не пережиток прошлого, а вполне живое, хотя и значительно менее таинственное, чем прежде, общественное явление. Современные масонские организации действуют открыто практически во всех странах мира, при этом мифы о них все еще широко распространены. Но что собой представляет братство в наше время и какова его реальная роль? По самым последним оценкам, в мире сегодня насчитывается около 6 миллионов масонов, при этом их численность варьируется в зависимости от страны. Самое большое число масонов проживает в США, где членами лож являются более 2 миллионов человек. Американское масонство отличается особой открытостью. В США масонские ложи занимаются публичной деятельностью, проводят официальные мероприятия и даже устраивают экскурсии в свои исторические здания для широкой публики. На втором месте по количеству членов стоит Великобритания, где их насчитывается около 200 тысяч человек. Здесь масонские организации также весьма активны, они открыто публикуют списки членов, проводят благотворительные акции и поддерживают множество общественных инициатив. В Западной Европе масонство имеет долгую традицию и сохраняет стабильную численность. Например, во Франции около 150 тысяч масонов, в Германии около 100 тысяч. Ложи продолжают принимать новых членов, а интерес к масонству заметно вырос в последние десятилетия, особенно среди людей среднего возраста и представителей творческих профессий. В Восточной Европе масонские организации сравнительно немногочисленны, но после распада СССР и социалистического блока они начали постепенно восстанавливаться и сейчас действуют практически во всех странах региона. Чем же на самом деле занимаются современные масонские ложи? Во-первых, масонство сохранило свое традиционное предназначение, оно по-прежнему является сообществом, где люди могут обсуждать моральные, философские и интеллектуальные вопросы в атмосфере взаимного уважения и равенства. Современные масоны регулярно собираются на заседания, проводят ритуалы и дискуссии, изучают философские труды и исторические документы. Но сегодня их обсуждения уже не имеют того секретного характера, который породил столько мифов в прошлом. Однако главное направление деятельности масонов 21 века – это благотворительность и социальная работа. Например, в США и Великобритании масоны ежегодно выделяют десятки миллионов долларов на медицинские исследования, помощь детским больницам, поддержку образовательных программ и университетов, а также на социальные проекты по всему миру. Так, масонские организации финансируют больницы, оказывают помощь детям с тяжелыми заболеваниями,
организуют бесплатные клиники и программы помощи бедным и пожилым людям. В некоторых странах, таких как США, масонские больницы и медицинские центры считаются одними из лучших по уровню обслуживания и медицинской помощи. Еще одним важным направлением деятельности современных масонов является поддержка образования и культуры. Ложи часто спонсируют учебные заведения, предоставляют стипендии талантливым студентам, финансируют программы по сохранению исторического наследия и восстановлению архитектурных памятников. Например, в Великобритании масоны регулярно жертвуют крупные суммы на реставрацию исторических зданий, не только связанных с братством, но и просто имеющих культурную и национальную ценность. Что касается политического влияния, то здесь современные масоны значительно отличаются от своих предшественников XVIII и XIX веков. Сегодня масонство принципиально подчеркивает свою аполитичность. Ложи запрещают открыто обсуждать политические и религиозные вопросы на заседаниях, чтобы избежать расколов и конфликтов внутри братства. Это правило соблюдается почти повсеместно и строго контролируется руководством масонских организаций. По этой причине реальное влияние масонов на политику и принятие решений в наши дни минимально и существенно уступает уровню, который они имели в прошлом. Несмотря на открытость и прозрачность современных лож, масонство продолжает вызывать множество мифов и недоверия у некоторых людей, привыкших видеть за ним некие скрытые мотивы и тайные цели. На самом же деле масонство 21 века представляет собой общественную организацию с философским уклоном, направленную прежде всего на нравственное саморазвитие, взаимопомощь и благотворительность. Современные масоны открыто рассказывают о своих целях, публикуют информацию о членах и событиях и стараются поддерживать позитивный общественный имидж, развеивая многовековые мифы и домыслы. Масонство уже давно стало не просто предметом изучения историков, но и ярким образом массовой культуры. В современном кино, литературе и даже в видеоиграх оно регулярно используется в качестве центральной темы или важного сюжетного элемента. Причина этому проста: загадочность масонов, их тайные ритуалы, необычная символика и многовековая история легко привлекают внимание и пробуждают воображение широкой публики. Пожалуй, самым известным примером такого культурного влияния стала книга американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи». Хотя формально роман рассказывает о тайнах католической церкви и обществах, которые были связаны с древними мистическими тайнами, он существенно подогрел интерес и к масонам, сделав тайные общества одной из самых популярных тем начала 21 века. Последующее произведение Брауна, особенно «Утраченный символ», уже прямо связаны с масонами и их легендами. В этих книгах братство представлено как хранитель древних тайн и знаний, обладающее значительным влиянием на мировые события. Несмотря на художественные преувеличения и фантазии автора, такие произведения заметно повлияли на восприятие масонства, сделав его темой дискуссий и общественного интереса во всем мире. Еще одним ярким примером является знаменитый фильм «Сокровища нации» с Николасом Кейджем, где сюжет построен на поиске тайных знаний и ценностей, веками охраняемых масонами. Фильм не только увлекательный приключенческий блокбастер, но и картина, в которой масоны изображены как носители важного исторического и культурного наследия. Хотя сам фильм не претендует на историческую точность, он сыграл важную роль в популяризации образа масонства среди широкого зрителя. В литературе помимо книг Дэна Брауна
существуют десятки романов, где масонство играет ключевую роль. Один из ярких примеров – это книга итальянского писателя Умберто Эко «Маятник Фуко». В этом глубоком и интеллектуальном романе масонские и оккультные общества выступают как центральный элемент запутанного повествования, раскрывающего природу человеческой веры в заговоры и мистику. Эко использует масонство не столько для описания реальных исторических фактов, сколько для размышления над феноменом веры и ее влияния на общество. Видеоигры также активно используют образ масонов. Знаменитая серия игр Assassin's Creed напрямую обращается к теме тайных обществ, иллюминатов и масонов, изображая их как участников векового конфликта. Игры этой серии пользуются большой популярностью, а их сюжеты, построенные на альтернативной истории и теориях заговоров, существенно повлияли на формирование образа масонов в массовом сознании, особенно среди молодежи. Несмотря на фантастичность и вымышленность сюжетов, они породили целое поколение поклонников, искренне интересующихся историей братства и связанных с ним тайн. Однако стоит отметить, что такое широкое культурное использование образа масонов не всегда играет им на пользу. Книги, фильмы и игры часто существенно искажают реальные исторические факты и природу масонства, создавая ошибочное впечатление о том, чем в действительности занимаются современные ложи. С другой стороны, такая популярность привлекает внимание общественности к истории масонства, побуждая многих людей глубже изучать эту тему и отделять вымысел от реальных фактов. Таким образом, масонство сегодня прочно вошло в популярную культуру как символ тайны, древних знаний и загадочных ритуалов. Произведения, связанные с масонами, вызывают огромный интерес, стимулируют дискуссии и споры, а также заставляют публику задуматься над вопросами истории, морали и духовности. Но главное, пожалуй, состоит в том, что именно благодаря такому влиянию на массовую культуру масонство и сегодня остается частью живой истории человечества. На этом наше путешествие в загадочный и интересный мир масонства завершается. Мы рассмотрели его историю, мифы, влияние на политику и культуру и, надеюсь, смогли отделить реальность от домыслов. Спасибо за просмотр, друзья! Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих лекциях.